Всем привет, меня зовут София, и я американка. Я рассказывала в одном видео о том, что я не могу говорить по-русски с русскими, даже со своими друзьями. Я либо молчу, либо я скажу какие-то звуки и молюсь, чтобы эти звуки были похожи на русские слова, даже если то, что я скажу, совершенно не имеет отношения к нашему разговору. Но, София, ты занималась русским языком 7 лет, ты пришла к нам в гости, у тебя канал на ютубе по-русски, что там не так? Я вам скажу. Есть английская фраза fangirling, и это когда девушка лицом к лицу со своей любимой знаменитостью, и она начинает кричать или плакать, или просто продолжает говорить «Oh my gosh, I love you, oh my gosh, I can't You know, like a crazy person». Я начинаю фэнгерловать, когда я сталкиваюсь с русским языком, но не как кто-то на концерте. Полная противоположность. У меня все в голове, а в голосе ничего. Все нормально, если я смотрю сериал или слушаю музыку по-русски. Я все понимаю, иногда я имитирую то, что я слышала, но я не приравниваю развлечения к реальной жизни. Проблемы начинаются, когда носитель русского языка стоит перед мной и говорит именно со мной, и разговор требуется ответ с моей стороны. Мой первый опыт с русским языком был 11 лет назад, и я все так и не могу верить в мою удачу каждый раз, когда со мной говорит настоящий русский человек с красивым, четким акцентом, который даже не думает о структуре его предложения. Ему не придется обдумывать, какую приставку добавить, будет совершенный или несовершенный вид, какой падеж требуется, какой глагол движения самый лучший в этом контексте. Этот человек перед мной уже все знает. Он гений, со мной говорит художник русского языка. У меня нет слов. Когда это случается, я не слышу слова этого человека. Я теряюсь в звуках языка, и я восхищаюсь его мягкими буквами. Вы можете себе представить, насколько это неудобно, когда это моя очередь что-то сказать, окажется, что я вообще не обращала внимания, но на самом деле я обращаю слишком много внимания. I know, okay, wait. Если мне стало комфортно с этим человеком, он мой друг, мы часто видимся, то обычно нет проблем. Но иногда у меня нет терминологии для того, о чем мы говорим в моем активном словаре. Чувак, это основные принципы корреспондентной теории истины, в которых четко сказано, что... София, ты больна, что ли? Картошка в матрешке. И говорят, что цена самоваров скоро возрастет. Я никогда не была в Индии, так что не знаю. О чем ты говоришь? Ты плачешь? Поскольку я пытаюсь спланировать свои видеоролики, я даю себе много времени, чтобы найти все слова и фразы, которые могут мне понадобиться, потому что я не могу делать такие вещи, когда есть множество тем, я сразу теряюсь. У меня короткий рассказ. Я встречалась с русским парнем, который говорил все время. Мне не нравился он, но мне нравилось, что я могла узнать сленг от него. Я не стала комфортно с ним никогда, и поэтому я никогда не хотела говорить. Я не знаю, за кого он меня принимал, но кажется, что ему было все равно. Anyway, мы ехали на машине, и он включил песню Тупака, популярного афроамериканского хип-хоп-исполнителя, застрелённого в 90-х. Он был очень важным человеком. I was not expecting to hear Tupac playing in the outskirts of Moscow, Russia, so I was already feeling a little disoriented. Но затем он попросил меня привести то, о чем говорит Тупак. Был момент паники. Я люблю работу по переводу. Мне очень нравится это делать, но есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, обычный человек переводит с иностранного языка на родной его язык. Во-вторых, это же Тупак. В мгновение ока это прям попросил меня не просто рассмотреть социальный и политический климат, который вдохновил Тупака проявить познание сленга, использовавшегося афроамериканским сообществом в определенный период времени, но и найти подходящий русский эквивалент без использования словаря, пока я случайно сижу в московском пробке. Casual. Это закончилось катастрофой. Если у вас есть свои рассказы о том, что происходит, когда вы стараетесь говорить с иностранцами, или лучше, если у вас
какой-то совет, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Ну все, спасибо и до встречи.